Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши видеовстречи, и сегодня мы поговорим о радиусе в невписанной окружности. Действительно, мы много говорим о радиусе описанной окружности, радиусе вписанной окружности, но не менее интересный отрезок или величина – это радиус в невписанной окружности. Ну, мы поговорим об одном из них, хотя, конечно, имеет право быть разговор и о всех трех, потому что есть формулы, связанные с тремя радиусами. Мы, может быть, коснемся в конце, а пока поговорим о так называемом РА, радиусе в невписанной окружности, то есть той окружности, которая касается стороны А и продолжения двух других сторон. Вот у нас есть треугольник АБС, напротив угла А лежит сторона А, и вот это вот та невписанная окружность, которая нас будет сегодня интересовать особо. Ну и вот обычно центр невписанной окружности обозначает И с индексом А вот это и есть отрезок, равный РА. Ну, давайте сначала поговорим о формулах, которые связаны с этим отрезком. Ну, на мой взгляд, желательно бы тем, кто интересуется геометрией, знать 4 формулы, или, во всяком случае, уметь их доказывать. 2 формулы являются легкими. Это РА равняется P умножить на тангенс А на 2. Это совершенно очевидная формула, потому что это у нас РА. В нашу эрудицию входит, что этот отрезок – это самый главный фактор в невписанной окружности. Он равен полупериметру треугольника АБС. Ну и поскольку центр невписанной окружности находится на пересечении двух внешних и одной внутренней биссектрис, вот, то понятно, что этот уголочек будет А на 2, и из треугольника А и АП, а тут будет прямой угол, то отношение противолежащего катета к прилежащему – это и есть тангенс А. Тангенс А на 2. Вторая формула тоже довольно несложная. РА равняется S делить на P минус А. S делить на P минус А. Ну, поскольку где-то здесь находится и центр, и если мы проведем перпендикуляр, то это будет радиус. Обычно мы обозначаем К3, потому что напротив вершинки С. Ну и тогда нетрудно заметить, что вот эти два треугольничка А и К3 и А и АП, они подобны. Ну и тогда мы составляем выгодную пропорцию R делить на RA, как вот этот отрезок, а в нашу эрудицию входит, что этот отрезочек P минус А, делить на большой отрезок, который равен P. Ну, поскольку PR это площадь, то мы сразу получаем вот эту формулу, в общем-то, элементарно. Две другие формулы несколько нетривиальны и требуют определенных усилий, но они довольно частые гости и часто помогают на олимпиадных задачах, во время математических турниров и мат-боев. Поэтому давайте о них немножечко поговорим. Что это за формулы? M1W равно сейчас RA минус R деленное на 2. Вот она даже может быть более часто в таком виде. Ну, откуда, соответственно, RA равняется 2 M1W плюс R. Вот такая нетривиальная довольно формула. Ну и еще одна формула. РА равняется 2 больших радиуса описанной окружности плюс маленький и минус отрезок AH. Вот еще такие две формулы, которые довольно применимы, довольно часто используются при решении задач повышенной трудности и олимпиадных задач. Итак, давайте поговорим, как они доказываются. Ну что ж, нарисуем снова рисуночек. Может быть, не все понятно с отрезком M1W, давайте поговорим.
Опишем окружность около треугольника АБС. Биссектриса угла А при продолжении пересекает в серединке дуги. Обычно мы эту точку обозначаем точкой W. Перпендикуляр, он очевидно попадет в серединку, потому что известный факт геометрии треугольника, или можно сказать равные дуги стягиваются равными хордами, и BW равно CW. Вот эта точка М1, середина стороны BC. Ну, а что касается вневписанной окружности, ну, давайте поговорим, какие иногда вот дети называют эту теоремой Апулиной лапки, ну, а официально она называется теоремой Мансиона, что центр вневписанной окружности, точка ИА такова, что ИАW равно WI равно WC равно WB. Поскольку похоже на куриную лапу, то дети так ее и обзывают. Ну, на самом деле теорема французского математика Мансиона. Иногда говорят лемма Мансиона, но не принципиально. Хорошо, так как же показать, что этот отрезок и что верна вот эта формула? Давайте посмотрим. Если мы из точки ИА проведем перпендикуляр, то это и есть наш радиус вневписанной окружности R с индексом А. Давайте через точку И проведем параллель. Тогда все эти отрезочки будут равны, поскольку это у нас радиус вписанной окружности, тогда все эти отрезки равны по R. Это R и это R. Поскольку IW равно WIA, то отрезочек W, это у нас M1, а это какой-то отрезок, ну давайте эту точку поставим F, а тут поставим точку M. То отрезок WF является средней линией в треугольнике M и с индексом А. Ну, поскольку параллельно под 90 градусов и по фалесу раз вот эти равны, значит эти равны. Ну, тогда я могу записать, что отрезочек N и A в 2 раза больше этого отрезка равен 2, а этот отрезок не что иное, как R плюс M1W. Ну а что такое N и A? Это радиус плюс RA. Ну отсюда мы моментально получаем формулу для радиуса вневписанной окружности R с индексом А равно 2M1W плюс R, 2RR. Одно R уйдет, и получается эта формула. Она очень применима, и, может быть, если не запомнить ее, рекомендую, то, во всяком случае, быстро уметь вывести. Ну и вторая формула. RA равно 2R плюс R и минус AH. Здесь мы немножечко по-другому будем доказывать вот таким образом. Давайте посмотрим. Вот у нас точка О, центр описанной окружности. Вот сама окружность, вот биссектриса, которая при продолжении пересекает точки W. W, понятно, проходит через серединку стороны BC, через точку M1. Ну и тогда мы можем сказать вот что. Мы можем сказать, что OW это у нас радиус, большой радиус. Ну а M1W мы уже знаем, чему равно. Тогда найдем OM1. Тогда OM1 равняется R минус RA минус R деленное на 2. Ну, поскольку отрезок AH в 2 раза больше, чем OM1, это известный факт геометрии треугольника, то мы моментально выйдем на вторую форму. Очень интересные два отрезка, которые связаны с радиусом вневписанной окружности, имеют место в треугольнике. Мы сейчас о них поговорим, но давайте для начала мы напомним два важных факта, тоже весьма нетривиальных, и которые я очень рекомендовал бы знать. Это вот первый факт Факт А. Что если у нас есть треугольник АБС, в нем проведена высота AH1, М1 серединка стороны
BC и I инцентр, то луч М1И отсекает на высоте отрезок AQ равный R, равный радиусу вписанной окружности. Удивительный факт. Вот иногда даже вот ребята опытные говорят, что мы впервые сталкиваемся с таким фактом, но он очень полезен при решении задач. Тут даже есть такая любопытная история. Когда-то Исаак Аркадьевич Кушнир сказал: объявляем конкурс, кто в Киеве найдет решение, не связанное с гомотетией, потому что гомотетия изучается в 9 классе, а очень хотелось показать в начале 8 класса ребятам эту задачу. Вот. Ну и было удивительно, что педагоги, коллеги, ну и тем более я в том числе, не смогли решить задачу, а наш ученик Женя Калашников, сейчас уже взрослый, состоявшийся молодой человек, который занимает хорошие позиции в городе Киеве, он быстро решил эту задачу. Ну вот посмотрите его решение, и я думаю, что это будет полезно. Мы уделим буквально 2 минуты этой задаче. Он сказал следующее: давайте опишем окружность, и пускай АИ пересекает снова в точке W, ну а это наша точка М1. Очевидно, вот эти два заштрихованных треугольничка подобны. Почему? Потому что эти уголки равны, как вертикальные, а эти как внутренние, крест-лежащие. Треугольник А и Q подобен треугольнику W и М1. Ну, тогда составляем выгодную пропорцию. АИ относится к W, как отрезочек AQ, давайте его назовем X, относится к отрезку M1W. Ну, когда же я вышел и показал это, ребята в классе, которые тоже боролись за право быть первыми, кто решит без гомотетии эту задачу, они сказали: Женя, ну что ты нам показываешь, это давно известно. Но вот дальше Женя увидел еще одно подобие, которое и привело к успеху. Давайте опустим перпендикуляры, это ИК2, и это радиус вписанной окружности. И вот эти треугольнички в крапинку CM1W, CM1W и АК2И, они тоже будут подобны. Ну, во-первых, они прямоугольные по 90 градусов. Вот этот уголочек у нас А на 2 равно как и этот А на 2, а этот А на 2, потому что опирается на ту же самую дугу, что и угол А на 2. Значит, по двум углам треугольники подобны. И когда он записал вторую пропорцию, гипотенуза относится к гипотенузе, АИ относится к CW, как катет, который лежит против волнистого угла R, относится к катету против такого же угла M1W. Ну, многие ребята просто схватились за голову. Ну почему Женька, почему не я? Ну, очень красивое доказательство того факта, что M1. Ну и тогда понятно, что поскольку CW равно, согласно теореме Трилистника или лемме от резорбции, как уж больше нравится, отрезки CW и EW равны по 3 элемента пропорции, значит равно 4, тогда x равно R. Не менее потрясающим оказался еще один факт, который нам тоже пригодится в разговоре про радиус в невписанной окружности. Вот какой факт, что если у меня снова есть треугольник АБЦ, описанная окружность, и снова биссектриса пересекает в точке W, и инцентр, и ИК1 это наш радиус, а H1 наша высота, то оказывается WK1 отсекает на высоте отрезочек Y, который тоже равен R. И вот это было особенно, может быть, неожиданно, потому что М1И все-таки, наверное, как-то слыхали. Она была в свое время на Олимпиаде Англии, потом на Всесоюзной Олимпиаде, гомотетия хотя решалась. Вот. Но то, что WK1 отсекает на высоте снизу отрезок Y равен, ну давайте тут точку P поставим, отрезок H1P равный R, вот это было тоже совсем не очевидно. Давайте докажем. Смотрите, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что по теореме Фалеса
АИ относится к IW, АИ относится к IW как ПК1, к К1W. Ну, потому что вот эти параллельны, значит, это к этому по Фалесу, как это к этому. Ну, в общем-то, ничего великого вроде бы. Но это нам вот что позволит. Давайте опустим перпендикуляр, это наша точка М1. А ПК1 относится к К1W, как Y к М1W. ПК1 относится к К1W, как Y к М1W. Что следует из подобия вот этих треугольничков, давайте их штриховочкой покажем. Ну, это тоже очевидно, прямоугольные и вертикальные уголки. Это к этому, как Y к М1W. Ну, тогда мы можем заменить на это. АИ относится к IW как Y к М1W. А у нас несколько минут назад висело, что АИ относится к IW как X к М1W, где X был равен радиусу вписанной окружности. Ну, значит, Y равно R. Y равно R. Ну, вот эти два факта нам помогут показать два отрезка, равных радиусу в невписанной окружности, очень нетривиальных отрезочков. Давайте покажем. Снова мы возвращаемся к невписанной окружности, потому что сейчас несколько минут говорили о вписанной окружности. А вот наш будет наша невписанная окружность со своим радиусом. Вот это у нас, мы ее обычно обозначаем точкой Т1 и аналогичные точки Т2, Т3 в невписанная окружность. Описанная окружность около треугольника АБС и снова биссектриса, и снова точка W. Так вот, посмотрите, какой дивный факт, что если я проведу высоту AH1 и продолжу ее, то отрезок Т1W отсекает отрезок H1G, равный радиусу невписанной окружности. Давайте этот отрезочек мы назовем Z. Оказывается, Z будет равен радиусу невписанной окружности. Ну, давайте мы это покажем, что само по себе, во-первых, удивительно, а во-вторых, довольно непростая задача. Доказать, что H1G равен радиусу невписанной окружности. Ну, пускай центр невписанной окружности у нас и с индексом А, центр невписанной окружности, это у нас РА. Продолжаем, мы знаем, что W и А равно W и. И давайте сделаем вот что. Давайте сделаем вот что. Проведем ИК1, и как мы уже доказали, что ИК1 отсекает на высоте отрезочек H1. Давайте аккуратнее, H1, потому что у нас не так много места. H1P равный радиусу вписанной окружности. Это мы только что доказали. Тогда давайте посмотрим. Очевидно, что отрезки CT1 и K1B, они равны. Ну, если кто-то с этим не знаком, покажите, что CT1 равняется BK1 равняется P минус P. Это несложно показать. Тогда, если мы возьмем точку M1, то T1 M1 равно M1 K1, ибо если от равных отнять равные, то останутся равные. Ну, хорошо, тогда треугольник Т1 WK1 является равнобедренным. Вот этот уголочек, давайте его назовем альфа, он равен этому уголку альфа, ну и равен вот этому уголку, потому что в равнобедренном треугольнике Т1 WK1 это является высотой WM1, ну, а значит, медианой биссектрисы, значит, это тоже альфа, но тогда и этот уголок альфа, потому что эти два уголка являются внутренними напряжениями при параллельных прямых. Теперь мы видим, что треугольник PWG является равнобедренным альфа и альфа. Хорошо, давайте я проведу высоту, она же будет медианой и биссектрисой. И я найду половинку этого отрезка. Ну, давайте его назовем PN. N у нас здесь в этом чертеже еще
не играла. Давайте назовем половинку отрезка PG, поскольку это будет высота медианы биссектрисы, обозначим буковкой N и найдем. Этот отрезок M1W мы знаем, чему равен. RA минус R, деленное на 2, ну а это R. Значит, отрезок PN равняется RA плюс R, деленное на 2. Ну, если мы к этому отрезку добавим. Ну, а тогда весь отрезок PG в 2 раза больше. PG равняется RA плюс R. Но этот отрезок состоит из, чтобы найти отрезок Z, надо от него отнять отрезок равный R. Тогда Z равняется RA плюс R, отнять вот этот кусочек, минус R. Ну вот так оказывается, что T1W отсекает на высоте вот снизу отрезок равный радиусу невписанной окружности, что само по себе удивительно, являет непростую задачу, ну и помогает решать некоторые другие задачи. Ну и еще один отрезок, тоже на высоте, и тоже мы сейчас изумимся. Оказывается, если я ИАМ1 проведу, то на высоте сверху у меня получится отрезок Т, который тоже, давайте тут какую-то буковку поставим, ну, скажем, я знаю, давайте В поставим, то отрезок АВ тоже будет равен радиусу в невписанной окружности. Вот давайте мы это докажем. Ну и какой-то разговор все-таки о радиусе в невписанной окружности состоялся, хотя он далеко не полный. Можно еще и какие-то частные случаи рассказать. И, например, вот такие формулы, которые являются весьма популярными, если взять 3 радиуса в невписанной окружности. Оказывается, вот так. А если их просуммировать, это мы взяли обратные величины. А если сами радиусы, то получится 4r плюс r. Попробуйте это доказать самостоятельно. Это несложное упражнение. Ну, кстати, тогда у нас получится, что это же равно единица на h плюс единица на hb плюс единица на hc. Что само по себе тоже весьма удивительно. Но давайте докажем, что отрезок t будет равен радиусу в невписанной окружности. Наверное, стоит все-таки новый рисунок нарисовать, ибо на этом рисунке это уже будет трудно показать. Итак, снова у нас есть треугольник АБС, это у нас точка М1, опишем окружность, это у нас точка W, пускай невписанная окружность, пускай это так, ну давайте чуть выше, точка И, тогда равный отрезок это И с индексом А, ну и вот это точка Т1, как мы делали, и вот это будет наша невписанная окружность, ну даже можно более-менее вериться, что так оно и есть. Так вот, ИАМ1 на высоте AH1 сверху за точку А отсекает отрезок АВ, равный там Т, и Т равно РА. Давайте это мы докажем. Смотрите, если мы М1W соединим, это у нас точка М1, то понятно, что вот этот треугольничек и большой треугольник ВА и А, они подобны, ну, потому что параллель отсекает всегда подобный треугольник. Тогда я могу записать, что А и А относятся к W и А, соответствующему отрезку, W и А, как Т относится к М1W. Как Т относится к М1W. А и А относятся к W, и А как Т относится к М1W. Ну, казалось бы, да, хорошо, ну а дальше что? А дальше вот какой ход. Давайте сюда проведем перпендикуляр. Это у нас РА. И нетрудно заметить, что треугольник А и А, давайте чуть поставим, мы давно не ставили буковку, А и А треугольник А и А
подобен треугольнику, давайте вот это у нас половинка уголка, подобен треугольнику CWM1. Подобен треугольнику CWM1. Ну почему? Потому что они оба прямоугольные. Вот тут прямой угол у нас, и у них по уголку она, то мы уже говорили, что это угол она. Тогда мы составим такую пропорцию. Гипотенуза в большом треугольнике А и А относится к гипотенузе в маленьком треугольнике CW, как катет, который лежит напротив угла А2 в большом треугольнике РА, а катет, который лежит против угла А2 в маленьком треугольнике, это М1W. Но опять мы видим, что три элемента пропорции одинаковы, поскольку W и А равно W и равно CW и равно BW. Ну, а значит, отрезок Т тоже равен РА. Еще бывают удивительные вещи. Ну, например, а что если РА равно полупериметру? Тогда А равно 90 градусов. Это совсем легко доказать, ну хотя бы из вот этой формулы, что РА равно P на тангенс А2, о которой мы говорили в самом начале. А может ли быть, что РА равно HA? Может быть, в этом случае треугольник будет разностным. Подставив формулы для радиуса РА равно S на P минус А, ну и HA равно, в свою очередь, 2S, деленное на А, мы моментально получим, что B плюс C равно 2А. Треугольник разностный. А может ли быть, что РА равно R? Да, это будет тогда, когда центр описанной окружности, тоже интересная и трудная олимпиадная задача. Если я проведу две биссектрисы BL2 и CL3, если центр описанной окружности приляжет на отрезок L2, L3, тогда по линии биссекторального треугольника вот этот отрезок равен сумме вот этих двух отрезков x равен y плюс z. Ну, если вы не знакомы, то постарайтесь, это непростая задача. Для любой точки отрезка L2, L3 x равен сумме y плюс z, где перпендикуляр. Так вот, если точка О лежит на этом отрезке, то, применив формулу Карно, мы моментально получим, что РА равно радиусу большой окружности. Ну и попробуйте самостоятельно. А бывает ли РА равно 2R? И это тоже бывает. И знаете, где это будет? Тоже была задача на очень серьезной олимпиаде. Когда РА равно 2R, это вот когда, если у нас есть невписанная окружность, и P и Q точки касания с продолжениями двух других сторон, и серединка отрезка PQ точка, ну, например, F, серединка отрезка, лежит на описанной окружности, кстати, она тогда совпадет с точкой W, тогда в этом случае РА будет равно 2S. Ну вот такой удивительный отрезок РА. Я думаю, что какой-то разговор о нем состоялся. Спасибо, до встречи.